Известная пословица «от тюрьмы и сумы не зарекайся» становится нередко актуальной для российских граждан любой социальной прослойки. Не имеющие особого достатка чаще всего лишаются крова над головой ввиду алкоголизма или пристрастия к наркотикам. Люди, достаточно обеспеченные, продают свои квартиры ввиду нужды на проведение дорогостоящей операции ради спасения жизни близкому. Что ожидает человека без жилья? Жизнь на улице в неподобающих условиях, где он, вероятнее всего, и встретит свою смерть. Для начала проведем условное разделение наших сограждан. Причин, по которым человек был вынужден жить на улице, может быть много, а следствие одно. Тело скончавшегося обнаружено органами правопорядка и, судя по внешним признакам, обитал умерший в непрезентабельных условиях достаточно длительное время. Найденные в общественных местах трупы транспортируются в морги мегаполисов. Как правило, чтобы исключить вероятность насильственной смерти, тела препарируют и выясняют причины летального исхода. Несмотря на директивные нормативные акты, вскрытие лиц, заведомо принадлежащих к дну общества, проводят отнюдь не в каждом случае. Судьба таковых зависит от того, смогут ли в течение 14 дней хранения в тонатологическом отделении найтись знакомые и родственники умершего. Если нет, то их похоронят в одиночных могилах на околице кладбища с последующей записью о том в регистрационном журнале и перечнем примет для возможного дальнейшего опознания. После установления личности может оказаться, что родственников и близких у умершего нет. В таком случае обязанности по погребению берут на себя знакомые умершего или государственные службы. К слову, знакомым совсем не обязательно обеспечивать финансовую сторону погребения. Их цель состоит в организации мероприятия. Ритуальные товары, транспортировку гроба с телом на кладбище и копку могилы можно оформить в рамках проведения социального погребения. После опознания тела правоохранительные органы сообщают родственникам о смерти их близкого. Часто это делают по месту прописки усопшего. Когда установить это не представляется возможным ввиду отсутствия сведений о регистрации ушедшего в мир иной, за помощью обращаются в средства массовой информации. Немало информации можно почерпнуть из заявлений на пропавших без вести людей. Основная цель – найти родных или знакомых, чтобы они взяли на себя ответственность за погребение. Скончавшиеся командированные туристы или проживавшие без официальной регистрации в другом населенном пункте имеют те же самые права на погребение, что и другие граждане города. Конечно, федеральный закон применим только в том случае, если летальный исход зарегистрирован здесь же. Общая процедура опознания тела и поиск родственников стандартны. Во многих случаях найденные близкие все же предпочитают транспортировать гроб с усопшим на малую родину и провести захоронение возле ранее упокоенной родни. По умолчанию лица без определенного места жительства принимаются за граждан Российской Федерации. Это означает, что даже при отсутствии прописки или в случае невозможности опознания трупа захоронение будет произведено на одном из российских кладбищ. Если было установлено, что умершим является гражданин другой страны, то действуют по стандартной схеме, оповещают посольство и родственников. Последние имеют возможность перевести тело грузом 200 через границу или захоронить близкого в России. Если никто из членов семьи не отзовется, предание земле осуществляется в общем порядке. Федеральный закон о погребении и похоронном деле гарантирует выплату пособия на погребение всем гражданам, независимо от их социального статуса. Получить пособие на погребение может как член семьи умершего, так и абсолютно незнакомый, но взявший на себя все обязательства по преданию тела земле или огню. Единственное отличие – родственникам оплачивают их затраты заранее, до самой даты погребения. Когда за похороны отвечает иное лицо, ему следует для подтверждения своих затрат предъявить чеки или квитанции на ритуальные услуги. Инстанции, куда следует обращаться для получения компенсационных выплат на проведение захоронения лиц без определенного места жительства, являются органы социальной защиты населения. Нередко близкие умершего сталкиваются с бюрократизмом наших государственных учреждений. Действительно, как выдать гербовое свидетельство гражданину, не имевшему при себе паспорт?
В этом случае основным документом для выдачи пособия является справка от администрации кладбища о проведенном захоронении с указанием участка, где оно было совершено. Если погребение было осуществлено на социальной основе за счет государства, то пособие получает муниципальная ритуальная служба, проведшая погребение. Случается, что через несколько месяцев или лет у погребенного находятся родственники. Опознание проводится согласно записанным в регистрационном журнале данным, по наличию документов у почившего и по иным приметам. После установления личности упокоенного перед близкими стоит дилемма. Первое – произвести эксгумацию тела, а затем захоронить останки на другом участке кладбища в другом городе, кремировать. Процедура эта трудоемкая и требует наличия немалых средств. Второе – оставить тело погребенным среди остальных неопознанных лиц. В этом случае администрация погоста дает добро на сооружение памятника и облагораживание места захоронения. Вопреки расхожему мнению, неопознанные и невостребованные тела умерших граждан Российской Федерации не подвергают кремации. Данная норма прописана на законодательном уровне. Вероятнее всего, это сделано для возможности в дальнейшем эксгумации останков и проведения ДНК-анализа погребенного.